На окраине Атланты, в забытом квартале, где бетонные стены хранят крики и шепоты, жил мужчина по имени Марлон Джеймс. Ветеран, бывший пожарный, уволенный по сокращению, но уважаемый в районе. Он не владел многим, но у него была одна настоящая радость — старая овчарка по имени Шэдоу. Пес был не просто питомцем, он был семьей, единственным, кто остался с Марлоном после потери жены и отдаления от сына. В тот злополучный вечер Марлон выгуливал Шэдоу, когда два офицера в патрульной машине свернули на улицу. По рации прозвучал вызов о подозрительном мужчине с собакой в районе. Не удосужившись подойти и спросить, офицеры выскочили из машины с оружием наготове. Один из них крикнул: «Убери собаку! Он нападает!» Шэдоу лишь залаял. В следующую секунду выстрел. Собака упала у ног Марлона. Он даже не успел крикнуть. Все было кончено. Полицейские не извинились. Они уехали, оставив на асфальте кровь и тишину. Но они не знали, кто такой Марлон. В течение недели в районе начали происходить странные вещи. Камеры наблюдения на полицейских участках отключались на несколько часов. В социальных сетях появлялись кадры, на которых видно, как офицеры фабрикуют доказательства, угрожают подросткам, прикрываются друг другом. Анонимные утечки указывали на конкретные имена. На улицах появлялись граффити с надписями: «Правда выживет» и «Шэдоу все видит». Офицеры начали нервничать. Один из них получил письмо без подписи, в нем только фотография, он, стоящий над телом Шэдоу. Снято в ту же ночь. С другого ракурса. Марлон не собирался мстить кровью. Он знал, как работает система. Он знал, как разрушить ее изнутри. Он не был хакером, но у него были друзья-ветераны, бывшие айтишники, юристы, люди, которым тоже когда-то сказали: «Ты не такой, как надо». Через 2 месяца расследование против 2 офицеров стало федеральным. Один подал в отставку, второй сбежал в другой штат. Шеф полиции ушел по личным причинам. На месте, где погиб Шэдоу, появилась табличка: «Ты был больше, чем собака. Ты был истиной, которую не смогли заглушить». А Марлон каждый вечер выходит на крыльцо. Без поводка, без друга рядом, но с уверенностью, что теперь он не один. Что справедливость, может, не лает, но она все еще может укусить. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.